Спорим, ты не играл на своем системнике в Doom? Не запускал 8-битного Марио? Не залипал в черно-белые абстракции? Твой системник не умеет корчить из себя больной телевизор и переливаться всеми цветами радуги. И уж точно он не умеет эмулировать ZX Spectrum. Стало интересно? Так смотри новый выпуск. Маникорпус. Расскажу все подробно, чтобы ты смог сделать все сам. Если не получится, смело обращайся к нам в Telegram. Ссылка в описании. Погнали! Началось все с того, что у меня скопилось несколько старых мониторов. И надо было решать, что с ними делать, так как они просто занимали место. А потом мне на глаза попалось это вирусное видео с полупрозрачной крышкой. И захотелось повторить. Только с расширенными возможностями. Поэтому пациента на стол и начинаем вскрытие. Монитор оказался из старых, сделанных на совесть. Все на винтах. Хотя большинство современных мониторов разбирается просто скальпелем. А этот прям какой-то бронебойный. Еще сзади крышка такая железная, тяжелая. Ни одна электромагнитная помеха не проскочит. Положим на поролон, чтобы не поцарапать экран, хотя в дальнейшем вы увидите, что это оказалось ненужным. И опять винты, винты, винты. А вот тут первое предупреждение. Необходимо обязательно дождаться, пока разрядится большой конденсатор. Можно, конечно, ему помочь, но если вы человек неопытный, пускай лучше постоит монитор пару часов. Блок питания нам не понадобится. Будем использовать в дальнейшем только плату управления. Снимаем все лишнее, отключаем шлейфа. И вот мы уже видим матрицу с шлейфами и дешифраторами на них. В этом месте нужно быть особенно аккуратным. Вскрываем скальпелем по периметру металлическую рамку. И вот работа среднего уровня сложности завершена. Световод можно отложить для будущих поделок. И вот тут я столкнулся с еще одной проблемой из-за слишком хорошо сделанного монитора. В видео советуют отмочить матрицу в воде в течение 12 часов, для того, чтобы убрать пленку, которая должна убирать блики. А мне не повезло, у меня эта пленка совмещена с поляризатором. И сколько бы я ее ни отмачивал, ничего это мне ровным счетом не давало. Я уже под микроскопом смотрел, где там эта пленка. Поэтому, если у вас есть выбор, подберите другой монитор. А мне пришлось взять в руки скальпель, растворитель, запастись терпением и целый час снимать пленку. И не просто антибликовую пленку, а именно поляризатор. А для тех, кто забыл, я напомню, как работает жидкокристаллический экран. Поляризационную пленку условно можно представить в виде забора. Свет через такой забор свободно проходит, и мы можем видеть изображение. Но чтобы экран заработал, нам нужна вторая пленка. Но мало того, она еще и должна быть повернута на 90 градусов. И вот уже через такой забор свет не пройдет. Тут нам на помощь и приходят жидкие кристаллы. Под действием напряжения эти жидкие кристаллы способны поворачивать свет так, чтобы он проходил через поляризационную пленку. И таких кристаллов в экранах миллионы, по 3 на каждый пиксель. И поэтому работать экран может только с двумя поляризационными пленками. Если не будет хоть одной, изображения не будет. И если вам не повезет так же, как и мне, придется снять поляризационную пленку и купить новую. Делается это для того, чтобы экран был максимально прозрачным. Ссылку на поляризационную пленку я оставлю в описании. Подливаем немножко растворителя и свежим лезвием срезаем клей. Не бойтесь, поцарапать ничего не получится. И вот так не спеша убираем всю пленку. Работа тяжелая, подготовьтесь морально. А когда закончите, придется убрать клей с поверхности матрицы. Делаем это тем же лезвием и растворителем. Будьте особо аккуратны в местах, где приклеены шлейфа. Разница между старой и новой пленкой очевидна. Старая делает изображение мутным. Новая же прозрачная, как стекло, а функцию выполняет ту же самую. Соберем все в обратном порядке для проверки, выжила ли матрица после всех издевательств. Надеюсь, что вам повезет так же, как и мне, и не придется искать новый монитор. Изображение отличное. Проверяем новым поляризатором. На этом этапе у нас уже получился монитор антишпион, изображение на котором мы можем видеть только через поляризационные очки. Лучше брать с круглыми стеклами, на них можно настраивать направление поляризации. Ну или носить с собой поляризационную пленку. Вау-эффект от такого монитора гарантирован. Ну а вариантов, что посмотреть в таких очках, вам накидают в комментариях. А мы двигаемся дальше. После того, как мы подготовили дисплей, самое время задуматься, что мы будем на него выводить. Захотелось чего-то из прошлого. Я вспомнил. ZX Spectrum. И после недолгого поиска я попал на идеально подходящий мне проект – Мурмулятор.
Мурмулятор умеет эмулировать огромное количество платформ. У него огромный живой форум в Telegram, обязательно зайдите. На сайте выложены схемы, печатные платы, прошивки и игры. Но если не хочется делать самому, есть раздел «Где купить». Я использовал принципиальную схему мурмулятора, перенес ее на EasyEDA и разработал печатную плату с питанием по PCI Express. Для тех, кто захочет повторить, ссылка на проект будет в описании. Плата разработана с не самыми мелкими деталями, с крупными переходными отверстиями, чтобы каждый мог повторить это дома. Инструкций, как делать платы с помощью утюга, в интернете предостаточно. С помощью утюга переносим рисунок печатной платы, докрашиваем маркером там, где недоперевелось, и идем в магазин и аптеку за необходимыми химикатами. А у кого-то, может, и дома это все найдется. Для раствора нам понадобится лимонная кислота, перекись водорода и обычная поваренная соль. Пропорция у меня написана на мерной банке. На 100 мл перекиси водорода нам надо взять 30 мг кислоты и засыпать чайную ложку соли. А пока я все тщательно перемешиваю, не забудь подписаться на канал, оставить какую-то реакцию, написать комментарий. Мне будет приятно. А еще на канале есть функция спонсорства для зажиточных меценатов. Буду рад поддержке. Это поможет мне выпускать новые ролики быстрее. Но вернемся к нашему раствору. В конце я обязательно кладу под ванночку какой-нибудь предмет, чтобы можно было легко качать раствор. Это может ускорить процесс растворения меди. За этим раствором очень интересно наблюдать. Он прозрачный, в отличие от хлористого железа. И видно, как вытравливается плата. Раствор не оставляет пятен. И его можно легко утилизировать, просто вылив в раковину. Пузыри появляются практически сразу, раствор работает. Вытравили, высушили, наждачкой стерли остатки тоннера. Осталось засверлить переходные отверстия и посадочные места под крупные детали. Разложил детали на плате. Почти похоже получилось. А вот уже распаянный вариант. Очень в этом деле помог микроскоп, который я сделал из старого фотоувеличителя. Кто еще не видел, заходите на канал. Есть видео. Самое время протестировать. Для этого я загрузил прошивку от Dendy и запустил одну из моих любимых игр. Как вы видите, под матрицей специально сделанная подсветка. Она состоит из двух подсветок от 43-дюймовых телевизоров. Эту подсветку я планирую использовать еще в одном интересном проекте, который, надеюсь, вскоре вам показать. Ну а плата эмулятора, благодаря разработке в высокоинтегрированной системе EasyEDA, запустилась с первого раза, без доработок. Итак, у нас есть уже две составные части. Это экран и эмулятор. Осталась третья. И пока на фоне грузится спектрумовский робокоп, мы распакуем корпус. Название модели корпуса будет в описании. От себя хочу добавить, что корпус надо выбирать по ширине матрицы, не забыв оставить зазор для монтажного комплекта. После примерки экрана вживую были разработаны 3D-модели. Как обычно, в Tinkercad. Ссылки на все модельки будут в описании. У нас есть левый держатель, правый держатель и нижний. Все они клеятся на широкий двухсторонний скотч. Ну что ж, в печать. Печать дело долгое. Мы пока организуем питание матрицы. Для этого достаточно подать напряжение питания 5 вольт на плату. В полностью включенном состоянии матрица потребляет 880 мА. Такое потребление встроенный PCI Express даже не почувствует. А вот так выглядят держатели. Они будут служить не только для фиксации экрана, но и как полка, чтобы расположить плату управления. Как я уже говорил, экраны приобретались еще для одного проекта, и хотел бы показать вам разницу. Сверху экран со снятой передней поляризационной пленкой, а снизу с задней. И можно видеть, насколько размывает изображение нижний экран, поэтому снимаем переднюю поляризационную пленку. Для нас же одним из приоритетов, как я и говорил, является прозрачность. Поэтому покупаем новую пленку, ссылка на AliExpress будет в описании, и располагаем ее на экране. Изображение получается очень яркое и сочное.
Протираем пленку микрофиброй перед наклейкой. Я приклеил пленку на узкий двухсторонний скотч, расположив его по периметру. Монтируем плату в корпус. Я взял первую попавшуюся, просто чтобы было. И устанавливаем на нее эмулятор. Вот он сверху. Фиксируем наш экран держателями. Сверху сделаны выемки под шлейфа дешифраторов. Следите, чтобы все было ровно. Мне пришлось немножко доработать напильник. А вверху на полке мы зафиксируем плату матрицы. Аккуратно засверливаемся. Вплавляем бабышки и прикручиваем плату. И еще нам надо организовать подсветку. Я купил на Озоне. Но такая дрянь оказалась, что даже советовать не буду. Если кто-то знает что-то хорошее, пожалуйста, напишите в комментариях. Двухсторонний скотч держался крепче за защитную бумагу и намного охотнее лип к пальцам, чем к корпусу. На проклейку всего периметра у меня ушло около 5 метров. Рассчитывайте на такую длину. Но яркости в принципе хватило. Можно даже нахвататься зайчиков, если долго смотреть в открытый корпус. На плате управления выпаял VGA разъем и запаял вместо него 2- и 3-контактный разъем. Плату управления расположим на высоких стойках над платой матрицы. Так ее будет удобно подключать и, возможно, не будет электромагнитных помех. Наведем красоту, заклеим неиспользуемые области виниловой наклейкой со стилизованной клавиатурой от ZX Spectrum. Наклейка сделана с черной подложкой, которая не пропускает лишний свет. Указывать размеры я считаю лишним, так как каждый может сместить экран вверх или вниз, и наклейка не подойдет, лучше заказывать ее индивидуально. В конце убираем специальную монтажную пленку. Какова красота! После экспериментов пришел к тому, что все внутренности должны быть белыми, поэтому сделал эмуляцию белой материнской платы и эмуляцию белого вентилятора с помощью краски. Полюбовались, идем распаивать подсветку. Припаяем обыкновенный молекс, чтобы при включении компьютера подсветка сразу зажигалась. Для эстетики подключать джойстик можно через внешний разъем, но для теста воткнем напрямую. И вот все собрано. Осталось подключить плату в PCI-Express. Классная вещь этот мурмулятор. Посмотрите, сколько периферии поддерживает. И PS на 2 клавиатура, и карта памяти, и VGA разъем. Вход, выход звука, подключение джойстика, так еще USB ATG. На плате выведен разъем для автономного питания, и не обязательно вставлять ее в PCI-Express. Можно запитать от блока питания и смотреть на телевизоре. Плата покрыта белым лаком для светоотражения. Для соединения мурмулятора и платы управления монитором я использовал витую пару. Собирается все легко и интуитивно понятно. Крышка залазит без каких-либо помех. Подъем! Пора на работу. Вот такие необычные эффекты можно получить на корпусе, если запустить черно-белые абстракции. А сделать это можно довольно легко. Необходимо выход мурмулятора соединить с выходом видеокарты материнской платы. Только перед этим не забыть в мурмулятор записать пустую прошивку, иначе изображение начнет мешать друг другу. А так у нас получится обыкновенный компьютер. Такой специфический моноблок, можно сказать. Еще должен упомянуть, что выход эмулятора можно напрямую подать на VGA-монитор, и изображение будет просто дублироваться. Это если надоест непривычный фон и захочется чего-то обычного. Давайте посмотрим, как мы еще можем использовать наш системник. Начнем по старшинству. Загрузим прошивку мурмулятора, нажмем на кнопочку Win и выберем какую-нибудь игру. Можно просто нажать Tape Ladder, но мы пойдем путем посложнее. Выберем базовую систему на 48 килобайт. После этого нам нужно нажать кнопочку J, и выйдет команда загрузки. Двойные кавычки и Enter. После этого система будет ожидать, когда мы нажмем кнопку на магнитофоне. Мы будем эмулировать ее клавишей F5 на клавиатуре. И вот раньше мы так загружали игры. Загрузка шла до 10 минут, и за это время не должно было произойти ни одного сбоя.
Ну какой все-таки родной этот писк. Да, эмулятор умеет пропускать эту стадию и загружать игры очень быстро. Но я уверен, что из ностальгии каждый хоть раз да запустит послушать этот давно забытый звук. И вот, пока я вам все это рассказывал, мы уже почти догрузили заставку. Представляете, сколько еще игру пришлось бы ждать? Терпение, она вот-вот появится. Да сколько можно ждать уже, ну? Догрузили. Ну, давайте игру посмотрим. Для меня она до сих пор одна из лучших. Мы можем назначить клавиши и начать игру. Долгое удержание кнопки выстрела выпускает ракету. Помню, сколько всадил 15-копеечных монет, играя на нее в автоматах. А тут она дома. Бесплатно. Игра очень динамичная. И в ней больше 100 уровней. И она почти не тормозит. Представляете себе процессор на 4 МГц, чего выдавал. И все это помещалось в памяти в 48 килобайт. Надеюсь, другие шедевры игростроя того времени вы оцените самостоятельно. А мы попрощаемся с 86-м годом и перейдем к новинкам. Dendy. Когда я искал, что же можно показать вам на системнике, из того, что можно запускать на NES, я с удивлением обнаружил, что платформа жива. На ней выходят новые игры, проходят фестивали демо. Один из авторов, Ширу, любезно разрешил мне использовать его демку для этого видео. Ссылка на его страничку будет в описании. Можете послушать, какую музыку пишет человек, почитать его статьи. Может, тоже чего захотите сотворить. Ну и, конечно, игры для NES. Их такое огромное количество, что выбрать что-то лучшее очень тяжело. Ну, наверное, все знают Супер Марио. Остальные платформы я уже упоминал. Это и Doom, и Sega, и Game Boy Advance. Каждый найдет себе что-нибудь по душе. Ну а наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, каждый нашел для себя что-то интересное. Надеюсь, не забыли подписаться. Ведь впереди еще очень много поделок. Да, не все будут такие практичные, как это. Но такова жизнь. Иногда приходится чем-то поступаться. Ну, а если кто-то захочет повторить и понадобится совет, или захочет купить, заказать себе такую штуку, добро пожаловать к нам в Telegram. До скорых встреч, друзья!